Когда вы слышите слово hand, вы сразу думаете о руке. Это нормально, потому что это базовые значения, но чтобы понять носитель, вам точно нужно знать эти выражения. 10 phrases that you definitely need to know. Начнем с этого. The first – это у нас get out of hand. To get out of hand просто означает выйти из-под контроля, когда ситуация становится неподдерживаемой или выходит из-под контроля. Мы говорим it is getting out of hand. Например, у вас была вечеринка, и там все было отлично, спокойно, и вдруг появились какие-то гости, которые вы не пригласили, и все уже вышло из-под контроля. Вечеринка вышла из-под контроля. We can say the party got out of hand when some uninvited guests showed up. The party got out of hand. I don't want this to get out of hand. Еще пример. Если спор между двумя друзьями быстро вышел из-под контроля, можно сказать the argument between the two friends quickly got out of hand and turned into a physical fight. Они начали драться. It got out of hand означает спор вышел из-под контроля. То есть to get out of hand просто означает выйти из-под контроля. Now, boys, let's not get out of hand. I told myself fights like this get out of hand all the time. Вы знаете, лучший способ запомнить все эти выражения. Вам нужно употреблять их в личном примере. То есть нужно взять блокнот и написать ваши личные примеры. Это отличный способ. A perfect way to see these phrases in context, in your own personal context. Поэтому, пока мы учим эти фразы, обязательно пишите ваши примеры либо в комментарии, или у вас в телефоне, или блокнот. Идем дальше. Вторая фраза на сегодня это у нас experience, something first hand. First hand, первая рука, нет. Просто означает лично испытать что-то. Это выражение означает получить опыт или знание о чем-то, пережив его самому, а не узнавая о нем от других людей. То есть experience that, получить опыт самому, лично. First hand. Например, у меня есть подруга, которая хочет лично испытать культуру Японии. I could say she wants to experience the culture of Japan first hand. Она не хочет просто читать в книге или смотреть в фильмах. Она лично хочет побывать там. We can say she wants to experience the culture of Japan first hand. You know, it's a good thing you're getting to see what's going on here firsthand. В моем случае я предпочитаю лично испытывать. I prefer to experience new things firsthand, not just read them in books or on the internet. I like to experience new things firsthand. Еще пример. Слава Богу, я никогда в жизни не испытывал землетрясение. Но если вы, например, были в Японии и во время вашего нахождения там произошло землетрясение, тогда можно сказать I have experienced that. First hand – это, наверное, ужасный опыт, но можно сказать I have experienced an earthquake first hand. Означает, вы лично уже испытывал, вы уже находились там, где это произошло. You have experienced that first hand. Тут нет никакого связи с словом рука, with the word hand, по факту. And I've seen the terror firsthand. I got first-hand understanding of that. Следующая фраза вам пригодится в контексте работы. Это у нас my hands are full. My hands are full. Как бы мои руки полны. My hands are full означает у меня много дел. Это выражение означает, что у кого-то много обязанностей или дел, и он не может взять на себе больше. My hands are full. Например, тебе на работе просит помощь, коллега говорит, пожалуйста, помогите мне рисовать это или то и так далее. Вы говорите, sorry, I can't help you right now. My hands are full with this project. My hands are full. Означает, я вообще занят. У меня нет больше свободного времени. I have no free time. My hands are full. Oh, thank you. I have my hands full. То есть, когда у вас много дел, можно просто сказать I have a lot of things to do или I have a lot of stuff to do. Но более продвинутый вариант would say my hands are full. Jerry, sorry, my hands are full. Тебе помочь не могу сегодня, потому что my hands are full.
представить в голове картинок. My hands are full. Нет вообще возможности руки двигаться, так как у меня много файлов, проектов в руках. My hands are full просто означает я очень занят. У меня много дел, нет возможности кому-то помочь. Well, it sounds like you really got your hands full. Because they know that you have your hands full with the children already. Четвертая фраза это give someone a hand или lend someone a hand. Довольно популярная фраза, мы регулярно, прямо каждый день вам пригодится. Эта фраза просто означает помочь кому-то, означает, то есть предложить помощь или поддержку кому-то. Например, ваш сосед пришел домой из магазина, там большие пакеты, ему тяжело, он может вас спросить, can you give me a hand with these bags? Can you give me a hand? Означает, не могли бы вы мне помочь с этими пакетами? Can you give me a hand, please? Are you gonna give me a hand, Mac, or not? По факту выражение can you give me a hand просто заменяет выражение can you help me. Это одно и то же по факту. Can you help me? Can you give me a hand? Просто can you give me a hand это более разговорный и намного продвинутый, more advanced than can you help me. Например, на работе вам нужна помощь. Можно сказать коллеге, can you give me a hand with this task? Ты можешь мне помочь с этой задачей? Can you give me a hand with this document? Можешь ты мне помочь с документами? Can you give me a hand? Или can you lend me a hand? Lend me a hand, give me a hand, одно и то же. I was just wishing I had someone to lend me a hand. Gotta barricade that door. Give me a hand. Идем дальше. Пятая фраза на сегодня это у нас my hands are tied. My hands are tied. Дословно, мои руки связаны, но мы просто используем сказать кому-то, что мы не можем им помочь или делать что-то, потому что у нас нет возможности или нет полномочий для этого. Например, вы пришли в магазин, купили продукт и вы просите скидку, и продавец же нет, у него нет возможности вам давать скидку без разрешения от начальника. Он может вам сказать, I'd like to give you a discount, but my hands are tied. It is against our company policy. Я бы с удовольствием предоставил вам скидку, но у меня нет возможности. Это против политики компании. My hands are tied. I wish I could grant your plea of asylum, but my hands are tied by the law. То есть, когда вы не можете кому-то помочь, потому что у вас нет возможности для этого, или у вас нет полномочий, то есть нет разрешения это сделать, можно сказать my hands are tied. То есть показывать, что у вас есть желание помочь человеку, но вы просто не можете из-за каких-то ограничений в компании или в общем и так далее. Например, на работе ваш коллег плохо себя вел, из-за этого начальник решил уволить его. А вы работаете в департамент отдел кадра, вы нанимаете новых сотрудников, и ваш друг думает, что вы сможете ему помочь. Вы говорите, это уже решение босса, тут ничего поделать не могу. My hands are tied. Означает, я тебя люблю, хочу тебя помочь, но, к сожалению, тут ничего не поделаю. My hands are tied. Можно просто представить связанные руки. То есть делать тут ничего не могу. This is an accounting department decision. My hands are tied. Шестая фраза на сегодня – это know someone like the back of your hand. На русском знать кого-то как свои 5 пальцев, когда ты так хорошо, очень хорошо знаешь кого-то или очень хорошо знаешь что-то, можно сказать I know this person, I know this thing like the back of my hand. The back of my hand. Например, я работаю с человеком, мы же работаем, например, 10 лет, я уже очень хорошо его знаю. Могу сказать, I know my coworker like the back of my hand. То есть после работы вместе много лет, я знаю своего коллегу как свои 5 пальцев. I know him like the back of my hand. Или я живу в Питере, уже тут в Питере живу 8 лет. Я прямо отлично знаю город. Я уже как местный по факту. По факту как местный. I could say, I know St. Petersburg like the back of my hand. Означает, я отлично знаю Питер. I know St. Petersburg like the back of my hands.
То есть, вы отлично что-то знаете, можно сказать I know it very well, или более продвинутая фраза I know it like the back of my hand. He knows the place like the back of his hand. He's a trapper, so he knows the air like the back of his hand. Седьмая фраза a second-hand product. Second-hand это просто БУ, ну то есть не новый, означает, что что-то было использовано кем-то другим перед вами. БУ в русском языке или вторичный, в английском языке second-hand, как бы вторая рука. Означает, что это не совсем новый. Например, я купил новую машину, I bought a new car, но это не совсем новая машина, так как я купил у друга. Тогда I'd say, I bought a second-hand car. I bought a second-hand car. Означает, я купил машину, ну, БУ машину у друга. I bought a second-hand car. У меня есть друг, который предпочитает купить БУ книги, то есть не новые, а, например, на вид купить БУ. I could say he likes buying second-hand books. Это же дешевле, it's cheaper. He likes buying second-hand books. Second-hand дословно вторая рука, но смысл просто БУ, вторичный продукт. Седьмая фраза have a hand in something просто означает иметь отношение к чему-то, то есть означает, что кто-то принимал участие или влиял на что-то. Например, у нас был мероприятие, и мой друг принимал участие в организации мероприятия. I could say he had a hand in organizing the charity event. He had a hand in organizing the event. Или подруга приняла участие в разработке нового сайта компании. I'd say she had a hand in designing the new website for the company. Are you implying I had a hand in his escape, Mr. Falco? Dex had a hand in designing it. I'm here because of what I had a hand in creating. Девятая фраза довольно популярна, мы прямо регулярно используем. On the one hand, on the other hand. В русском языке с одной стороны, с другой стороны. То есть, когда мы хотим показать, что есть две разные точки зрения или аргумента по какому-то вопросу. Would say on the one hand и on the other hand. Например, учиться за границей. С одной стороны, учеба за границей может быть удивительным опытом, но с другой стороны, это может быть дорого и сложно. We can say, on the one hand, studying abroad can be an amazing experience. On the other hand, it can be quite expensive and challenging. Или работа дома, я дома работаю. С одной стороны, работа из дома может быть дает вам гибкости, но с другой стороны, это может быть одиночно. So on the one hand, working from home offers flexibility. On the other hand, it can be quite isolating. То есть, on the one hand, с одной стороны, on the other hand, с другой стороны. On the one hand, I do miss Colleen. But on the other hand, this is a Neapolitan. On the one hand, she's like my best friend. But on the other hand, oh my God, she's so needy. And the next phrase, это у нас to take matters into your own hands. Take matters into your own hands. Как вы бы это перевели? Например, в контекст. Since the government wasn't addressing the issue, the community decided to take matters into their own hands and clean the park. Take matters into their own hands and clean the park. Как вы бы перевели в комментарии? Напишите, хочу знать ваше мнение. It's time for us to take matters into our own hands. You're not to investigate or take matters into your own hands. Do you understand? It's time to take matters into my own hands. И, кстати, чтобы учить еще очень классные выражения, посмотрите это видео. Bye for now.